Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца июня. Давайте узнаем, каковы эти будут события в последнюю декаду июня. Подведем итог своеобразный, зададим вопросы, что придет, что уйдет, чем дело кончится и чем сердце успокоится, что нас порадует. Вот, конечно, будем мы реалистами, но я надеюсь, образы карт и ваша интуиция вам помогут принять какое-то решение, может быть, чуть-чуть заглянуть вперед. Все зависит от того, в какое время вы смотрите это видео. Итак, что думают карты для вас, мои дорогие тельцы? Чем нас порадует окончание месяца, последняя декада? Итак, что придет? А что уйдет? Чем дело кончится? А чем сердце успокоится? Что от нас скрыто? И мы достанем 3 карты как события ближайшего будущего или по события на пороге вот того достаточно недолгого периода конца июня. Может быть, это одно какое-то событие с 3 неизвестными, а может быть, это 3 каких-то ваших направления, которые вы соедините воедино. Ну, давайте будем смотреть, что придет. А тут нам уход, переезд, поездка. Что-то вы меняете. По этой карте мы ищем решение, и мы его находим. Мы готовы выйти из зоны комфорта. Может быть, придется много работать. Ну, я думаю, для тельца это не новость, правда? Когда мы надеемся сами на себя, какой-то путь мы должны проделать в одиночку. И даже если впереди так темновато, непонятно, но дорогу осилит идущий, мои дорогие. Может быть, буквально нам придется куда-то отправиться и исследовать непознанную землю без карты. Какие-то действия нам, возможно, придется принять, как с одной стороны усилия, может быть, и моральные, физические, то есть, ну, все-таки путь. А с другой стороны, может быть, действовать как-то альтернативно, увидеть новые возможности. Нам показывает на карте, да, человека, который идет вперед, он даже не оглядывается. Может быть, в 8 этих кубках есть что-то ценное, но как будто его это уже не интересует. Он что-то оставляет окончательно позади. Либо вы выводы какие-то сделаете, подведете, правда, какие-то итоги, что-то для вас будет совершенно ясно, когда ясен путь тот, который мы прошли, и теперь перед нами новые свершения. И пусть даже нам как будто, ну, такую тропинку, не могу сказать, что это шоссе какое-то, нет, словно тропинка, и впереди луна, то есть, правда, задача с какими-то неизвестными нам предстоит, мы еще не знаем, как сложатся дела, но именно, наверное, потому что не хочется оглядываться назад. Мы идем вперед, решимость какая-то к вам придет, абсолютная вера в собственные силы. И даже несмотря на то, что меня смотрят люди разные, из разных стран, и любая ситуация может быть в вашей жизни, но это вот, знаете, когда я сам себе говорю, что я могу, я хочу, у меня получится. И это нас делает как и сильнее, так и открывает новые возможности. Само по себе какое-то путешествие, которое может перед вами открыть, знаете, как новые грани мира или новые свои какие-то возможности, знакомство с самим собой. Это, знаете, как мы могли еще не знать, насколько мы сильны, а вот теперь мы познаем себя словно заново. Вот это как будто приходит. Ну вот есть какой-то итог, и нам ничего не остается, как где-то оперевшись на себя самого, потому что человек показан один, продолжить этот путь и просчитывать свои личные шаги или просчитывать какие-то свои дела, не надеясь на кого-то, не слушая советов кого-то, а именно так действовать, как мы видим от начала до конца, даже в мелочах. А что уйдет? По этой карте нам говорят не время, а вообще, ну как уйдет? Конечно, уйдет какой-то наш, словно экзамен жизни мы сдали, прошли. Какой-то этап мы завершаем. Тройка пентаклей – это чаще всего переход на новый уровень, но нам уже сказали, вы его совершили, или вы
находитесь в моменте перехода, но уже как будто прошлое вы отворачиваете, все. То есть сам по себе какой-то пороговый период у вас уже тоже остался за спиной. И снова что-то повторять мы не должны. С одной стороны, мы не должны повторять каких-то пройденных ошибок, но здесь не совсем, эта карта у нас ученичество, и мы говорим, что уйдет. Наверное, будет где-то не время сомневаться в собственных силах. Или, к примеру, я обрисую ситуацию, думать, для того, чтобы мне начать какое-то дело, мне нужно учиться. Вот этому не время. Это уходит. У вас не будет, может быть, практически времени заниматься каким-то обучением в течение конца июня или какие-то новые для себя ставить перспективы. Вы должны будете завершить какой-то план, который вы уже наметили. Вот в чем-то окончательно подвести какой-то итог. И если мы говорим о новом, да, каком-то, вот как изучении, или когда мы сомневались в себе и думаем, нет, я сначала вот пойду там закончу курсы, а вот потом я начну. Нет, мы здесь просто разворачиваемся и идем. И в значении, может быть, вы знаете, как дела те, которые вы для себя, может быть, долгое время ставили в план, но до них руки не доходили, все не время, все как-то вот не складывались события, обстоятельства, у кого что. Вы словно вот прочувствовать можете в конце июня необходимость завершить вот эти незаконченные дела. Потому что оно вроде бы как, или назовите это желанием, намерением, целью какой-то, и вы вот проводите вот этот баланс и думаете, боже мой, ведь у меня было столько задумок, и, видимо, часть из них, она, знаете, как пульсирующий момент какой-то в голове, что я вот этого еще пока не сделал или не сделала. И, значит, вы составите план из того, что вы уже, может быть, раньше начали, но где-то так с тормозов спустили, и как-то оно там ни шатка, ни валка. Или какая-то ваша цель, она тоже должна быть достигнута. То есть мы что-то завершаем, проходим жизненный экзамен. И вот именно момент, когда мы подводим итоги от начала до конца. Видимо, мы должны собрать воедино, мои дорогие, все ресурсы, все возможности. Это буквально, может быть, и материальные какие-то возможности, ваши творческие возможности, профессиональные, или то, что вы когда-то, повторюсь, начинали, но вот оно нет какого-то завершения. Может быть, буквально бумага не получена, может, у кого-то права не получены, может быть, все никак вы в себе сомневались, я не смогу, а тут вот надо поставить себе в цель и как будто разметить что-то на июль. Но это не то, что новое что-то, а то, что, увы, уже хотели раньше. И вот теперь вы будете центр где-то фокусировать на самом себе и на том, что для меня сейчас в приоритете, потому что в последующем вот эти все знания, которые вы уже имеете, они как раз вам пригодятся на этом пути. Чем дело кончится? Дело не кончится. Впереди перемены, мои дорогие. Видимо, будет плавный переход как минимум из июня в июль. Да, будете вы что-то, действительно, вот то, что я сейчас обрисовала, вы, знаете, чистку проведете собственных планов, приоритетов, целей, намерений, и можете даже в тезис-план какой-то выстроить, четко себе расписать по дням, и вот эти самые перемены себя не заставят долго ждать. Видимо, в течение июня месяца вы будете чувствовать, знаете, вот как легкость на подъем, и это вам будет помогать. Вам придется, может быть, двигаться где-то даже в разных направлениях, пытаясь подвести какие-то итоги, или вот то, что было начато, а потом оно как будто зависло в воздухе, вот что-то ухватить или запрыгнуть буквально в последний вагон уходящего поезда и быстро что-то завершить. И сама по себе карта говорит о том, что не только быть легким на подъем, но и применить все альтернативные варианты развития событий, новые возможности и то, что для нас как будто Вселенная будет помогать, понимаете? Не зацикливаться на том, что, чем сердце, мы говорим, успокоится, не на какой-то стабильности, а нам будет нравиться вот этот, наверное, сумасшедший ритм жизни. Хотя вы, мои дорогие тельцы, любите как раз стабильность, но, видимо, вы войдете во вкус, и вот это самое где-то легкость, переменчивость, какой-то вихрь, может быть, перемен или каких-то событий. По этой карте не случайные случайности могут быть. Или
какие-то, ну, может быть, парадоксальные ситуации, которые для вас будут как раз играть в плюс. И вот как можно больше ухватить буквально в это время. Я не имею в виду какую-то лотерею, а именно те двери, возможности, люди, которые будут встречаться, мы не должны оставить на потом. Видимо, какой-то кульминационный завершающий момент для нас будет важен в июне месяце и в конце июня месяца. И здесь ведь по этой карте мы словно пребываем в новых энергиях, и перед нами открываются совершенно новые перспективы. Вы можете задумать, если была поездка какая-то, да, вот мы говорим уход, переезд, вы думали, буду ехать в одно место или буду переселяться, может быть, в одно место, это может быть как жилье, так и вплоть до местности какой-то. А здесь вы можете изменить свои планы, потому что будут другие какие-то возможности или интересы. И у нас корабли на заднем плане, я надеюсь, это видно. И это как раз один из символов Меркурия, мои дорогие. А Меркурий – это постоянная смена событий, нет ничего постоянного. И нам карта уже об этом сказала, и значит, нас вот завораживать будет какая-то игра жизни по каким-то новым правилам, в которые мы-то как раз вписываемся. Чем сердце успокоится, а на своей волне мы будем. Мы будем переключаться между двумя энергиями, что отличает королеву кубков. Хотя у кого-то могут произойти какие-то события, которые в вашей семье, в вашей личной жизни, с вашим супругом, супругой, неважно, кто смотрит меня. Часто кубковые карты двора как раз о наших близких говорят. И вы будете участвовать в жизни близких людей. Вполне вероятно, вместе какие-то планы строить или вместе осуществлять какой-то переезд, поездку. Что-то есть такое. Но в любом случае мы смотрим в первую очередь энергетику. И как раз мудрость, прозорливость и интуиция. Вот то, что нам где-то и помогает, и сердце этим успокаивается. Я могу сказать, что, мои дорогие тельцы, прислушивайтесь к интуиции, она вам будет давать очень правильные подсказки. Но время от времени от каких-то, может быть, приятных, теплых эмоций, обратите внимание, кубок королева прижимает к себе со стороны сердца. Это то, что для нас наиболее искренне и ценно. Но во всех остальных ситуациях мы как будто должны быть как и хладнокровной, рациональной, где-то транслируя дружелюбие, оставаться на своей волне. И знаете, вот так четко все рассчитывать, вот тот самый план. Мы не должны ни в какие эмоции соскользнуть. Наша задача будет не поддаться этим эмоциям, а все-таки каким-то холодным, более рационализмом именно осуществить то дело или увидеть какие-то возможности, которые, ну, существуют по факту, потому что те вопросы, которые касаются либо материального решения, либо документального решения, там нам эмоции не помогут. Дружелюбие нам поможет, безусловно, но в чем-то мы и просчитаться не должны. И в итоге, если мы все это соединим, сердце наше успокаивается. С чем-то мы определенно разберемся в этот период времени конца июня, подведем итоги и останемся довольны. И уже новые перспективы мы уже словно будем видеть. Знаете, очень интересный период для вас, мои дорогие тельцы, может быть конца июня. Что же от нас скрыто? Интересно. Итог. Подведение итогов. И значит, по карте мира это часто правда, поездки, переезды, открытость миру, безусловно, вот все то, что я говорила, дружелюбие и в хорошем плане, когда мы открыты людям, мы на своей волне остаемся. Это не говорит о том, что мы в каком-то состоянии беспечности или позволяем себе благодушествовать. Нет, тут как раз холодные вместо этого энергии идут. Но, видимо, какой-то лавровый венок, мои дорогие, вы получите, это точно. И это старший аркан, это то, что скрыта позиция, и значит, это то, что мы пока на конец июня не видим. Но все наши усилия увенчаются вот этим самым венком, каким-то успехом. Мы подведем итоги, и эти самые итоги нас порадуют как в материальном плане, как в осуществлении какой-то нашей мечты или какой-то одной пусть цели или направления, одного дела, которое у вас, знаете, действительно получится осуществить. Вот в себе мы не сомневаемся, и перед нами весь мир будет открыт, и новые возможности. Сам по себе, как экзамен, мы говорим, да, прошли. И вот-вот вы просто, знаете, можете как узнать,
о своей популярности, да, когда можно стать популярными там за день, смотря чем вы занимаетесь, если это лежит в ваших планах. Когда мы осуществим какой-то проект, может быть, вы хотели построить карьеру, правда, у кого-то это может быть написание диссертации, ведь меня смотрят разные люди, у кого-то это может быть открытие, у кого-то это может быть смена сферы деятельности. Все-таки мир – это у нас эфир, это пространство, это интернет где-то, работа, связанная с интернет, и тоже где-то добьетесь вы того лаврового венка, иными словами, успеха. Нет ничего невозможного по этой карте, но это в позиции скрыто, и это какое-то продолжение следует. Поэтому, наверное, по двойке пентаклей пробуй, пока не надоест или не получится. Буквально так звучит эта карта. И это чем дело кончится. И нам говорят, не кончится дело. Пробуй как можно больше. И ты через опыт какие-то для себя, видимо, новые возможности открываешь. Ну, давайте мы посмотрим, каковы же события. Вы будете решать, безусловно, два направления. Это личная жизнь и вот вопросы вашей пары. Или для тех, кто один или одна. Значит, какие-то прошлые, может быть, отношения о себе могут напомнить, и вам придется, может быть, взаимодействовать с этим человеком. Может быть, и я не могу сказать по всем картам, что какая-то встреча буквально будет, но, может быть, новое знакомство по двойке пентаклей запросто, но пока какую-то траекторию на длительное будущее выстроить невозможно. И значит, здесь просто есть какая-то ваша личная жизнь и есть какое-то взаимодействие. Нам не говорят о качестве личной жизни. Здесь все карты говорят о какой-то самореализации больше. Но, тем не менее, личная жизнь, любовь для тех, кто сейчас уже имеет партнера, тут как раз будет какое-то согласие. Вы можете, по крайней мере, договориться, нам показана пара, и значит, каковы бы ни были даже противоречия в вашей паре, вы можете достичь как раз какого-то консенсуса или примириться, если была какая-то ссора. И, безусловно, вопрос денег в первую очередь будет тоже, или в одновременную очередь с личной жизнью, словно, знаете, как на весах. Уравновешивать будет и личная жизнь, и финансовые вопросы. И по девятке пентаклей деньги будут. Но эти деньги мы сохраняем, мы их не тратим. Часть денег может задерживаться или могут быть какие-то досадные недоразумения может быть, с электронными системами. Или вы ожидаете получения денег, и тоже какой-то день-два, может быть, документы не готовы. Ну, есть какая-то задержка по семерке пентаклей. Это объективно, это не то, что мы там какую-то оплошность совершили, а это то, что от нас не зависит. И по этой карте, это карта прогресса, деньги мы так или иначе получим. И если в значении карты прогресса вы будете как будто продумывать свой дальнейший успех финансовый на будущее, и нам уже карта говорит на июль рост дохода. И правда, мои дорогие тельцы, вы из июня плавно перейдете в июль с какими-то уже свершениями, планами на будущее, с конкретным каким-то тезис-планом или что мне делать и чего мне не делать, и с продолжением увеличения по финансовой какой-то вашей стабильности или какому-то прогрессу финансовому, ну и с новыми, наверное, возможностями в личных отношениях. Поэтому для себя какие-то совершенно новые берега вы в июне уже увидите, подведете итоги, а самое главное, захотите, и у вас получится реализовать какой-то ваш план. Вы собой останетесь довольными в июне месяце, и это очень важно. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.